Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». Для вас Татьяна и Станислав сегодня. Всем привет! Тема сегодняшнего нашего ролика будет обучение в школах Испании. Вы нам задаете такие вопросы. Сегодня мы хотим немножко поговорить на примере колледжа, в котором учился наш сын Станислав. Как поступить, какие документы, как с учебой, впечатления, язык. В общем, все вопросики мы сегодня задаем Станиславу, и Станислав нам все расскажет. Тем, кому интересно, продолжайте смотреть наш этот ролик. Друзья, для тех, кто не знает, я хочу сказать, что в Испании есть 3 вида школ, мы уже об этом говорили. Частные школы, где полностью все оплачивают родители, получастные, где частично финансирует государство, а частично родители, и муниципальные, то есть муниципальные публичные школы, где, естественно, все идет за счет государства. Станислав наш учился в частном колледже, который называется Нью-Кастелар. Находится он в городе, который называется Сан-Педро-дель-Пинатар. Это где-то 15 километров от Ривьехи, если мы ориентируемся на вот эти известные более-менее города. И сегодня как раз мы об этом и расскажем, потому что при выборе колледжа, школы, естественно, все родители, они ориентируются на отзывы других людей, они собирают информацию, читают, узнают, смотрят сайт этой школы. Вот сегодня мы расскажем свои впечатления от учебы в этой школе. Но для начала, друзья, я хочу немножечко сказать, какие шаги были для поступления в колледж у нас со Станиславом. Изначально мы ориентировались на ту локацию, в которой мы будем находиться, смотрели те платные школы, частные колледжи, которые здесь есть, находили сайт этого колледжа. То есть мы, конечно, учитывали отзывы других родителей, все это прочитали, проштудировали массу всего, вышли на сайт колледжа Нью-Кастелар, сделали заявку к ним на то, чтобы явиться на собеседование. Станислава протестировали, потом он об этом нам расскажет чуть позже. Дальше была беседа с директором, подписание договора, оплата, экскурсия по колледжу до этого. Ну и, собственно говоря, в определенный день он пришел на занятия. То есть это достаточно несложно. Для того, чтобы поступить в колледж, нужно было предъявить некоторые документы. В основном это документы ребенка, документы родителей. Это свидетельство о рождении, по-моему, мы даже с переводом на испанский язык у присяжного переводчика. Это прописка здесь в Испании и сертификат о прививках тоже с переводом на испанский язык. Но нам он не потребовался. Оценки обязательно из школы, документ из той школы, в которой до этого учился ваш ребенок, если он учился в школе, мы из Санкт-Петербурга, и, соответственно, с переводом на испанский язык и оценки. Оценки я не понимаю. Все вот эти документы мы предоставили в колледж до заключения договора. Ну и вот это самый основной момент. Вот первый день, когда мы с тобой пришли туда, на собеседование, тестирование, какие общие требования были к тебе, языковые требования, какие предметы проверяли, знания твои, что было? Потому что мы тебя оставили, через 2 часа мы тебя забрали. Да. Что было там? Значит, когда я пришел, мне не говорили там решать сразу какие-то задачи, что-то делать. Мне дали небольшой тест. Это был языковой тест на знание английского языка. Мне дали его и сказали, просто решай, что сможешь, как сможешь. Нам это не на оценку, это просто надо нам узнать, какой у тебя уровень английского языка. Я это когда решил, мне заняло, наверное, полчасика, тест небольшой. Потом я его отдал, у нас была небольшая беседа, и, собственно, все. Я вышел и просто пока подождал на ресепшене, и больше ничего не было. Так что, друзья, вот, готовьтесь, что во многих случаях, во многих колледжах, британских колледжах здесь на территории Испании вначале ребенка тестируют. То есть ребенок по возрасту должен сделать какие-то задания. Ничего супер невозможного, просто показать, что ребенок ориентируется в предметах и знает язык. Потому что, если без знания, хотя без знания языка тоже сюда приходят дети из Китая, которые вообще не знали ни английский, ни испанский, но они вполне достойно справляются, учителя вместе с учениками. И эти тесты также нужны для того, чтобы определить, в какой класс поступит ученик. Какой уровень испанского языка, кстати, у тебя был? Это вот в этот же вопрос мы сейчас закончим. Какой уровень испанского языка у тебя был на этот момент, на момент собеседования и на момент прихода в колледж? Смотрите, учитывая то, что до прихода в колледж я учил испанский язык в школе, в русской школе в Санкт-Петербурге, учил год или 2, но уровень не сказать, что был какой-то сильно высокий, потому что не хватало практики. Мы учили теорию, но у нас не было практики. Поэтому, я думаю, где-то А2 был уровень, то есть мы могли что-то говорить,
но какие-то выражения, какие-то глаголы, слова мы это не изучали, и было достаточно сложно изначально, но базовые знания были. Следующий вопрос, наверное, будет тоже людям очень интересно, потому что обычно, когда переезжают, сравнивают, справятся ли дети здесь. Станислав, какие предметы ты изучал, когда пришел в 7 классе и до 2 окончательных классов, то есть до бачелората? Какие у тебя были предметы? И можешь ли ты сравнить какие-то отличия от по тем предметам от того, что ты изучал, те же предметы в Санкт-Петербурге, и на каких языках велись эти предметы? На каких языках велись эти предметы? Сейчас вот об этом. Очень хороший и полезный вопрос для тех, кто собирается поступать вообще в испанскую школу или в колледж. Обязательно надо учитывать то, что это колледж, он рассчитан сразу на 2 языка, на испанский и на английский. Поэтому половина предметов будет на английском, половина на испанском. Например, у меня экономика была на английском, история в первом годе, то есть это секундария 2 или 3, у меня тоже была на английском. Математика, лингва, другие некоторые предметы были на испанском. То есть было такое различие. Физика была на испанском, химия на испанском, биология на испанском. Испанский язык на каком был? Испанский язык был на испанском. Английский Да. на английском. Но, Вот. друзья, еще раз хочу сказать, что мы говорим о колледже, который частный испанский колледж. Он билингвальный, там 50 на 50 испанский язык преподавания, да, на испанском языке и на английском. Есть британские колледжи здесь, там больше, конечно, преподают на английском языке. Мы говорим о частном испанском колледже. Ссылочка будет в описании, кстати, на этот колледж, кому интересно. Ну и, конечно, были некоторые предметы, как музыка. Музыка была на испанском. И самое интересное, то, что чтобы проверить знание музыки, нам надо было проходить экзамен. Нам давали флейту, мы должны были сыграть какую-то мелодию. Если мы играем хорошо, то нам дают зачет. Ну, то есть там не то чтобы зачеты, как в университете, а какую-то вот оценку от 0 до 10. Это был обязательный экзамен. Также физкультура у нас была на испанском. Сильно она не отличается от физкультуры по русской системе. На канате надо было ползать, нет? Нет, Прыгать через козла? нет, это не было. Единственный плюс то, что круглый год было на улице. Это вот прям преимущество. А расскажи сразу, как вы ходили, вот эта особенность, друзья, здесь, потому что Испания, как вы ходили в день, когда у вас физкультура? Вы таскали с собой мешок с физкультурной формой или нет? Да, Вот эти да. паузы Переодевались? ставили, да, Что вы салфетки. носили с собой на физкультуру? Расскажи, вот это очень Да, это интересно. уникальность. Я не знаю насчет других школ, но в этой школе у нас было так. Мы должны были, ну это не обязательно, но если ты носишь небольшую сумку, там у тебя полотенце, дезодорант, какая-нибудь сменная футболка, то тебе дают дополнительный балл. И этот балл дает влияние на итоговую оценку. Если ты носишь вот эту вот сумочку весь год, у тебя будет, И пользуешься этим. да, и пользуешься этим обязательно, и тебе Гигиенический дают дополнительный балл к итоговой оценке. Поэтому такое преимущество. Но саму физкультурную форму не надо носить в мешке и переодевать отдельно. То есть в день, когда у вас была физкультура, я помню, что все дети ходили уже в школу в физкультурной форме, в Да. кроссовочках, в футболочке и занимались в этой форме. То есть очень удобно, не надо ничего с собой таскать, а средства гигиены, как Станислав сказал, всегда были с собой. Поэтому, в принципе, очень удобно. Непривычно, но удобно. Следующее, Станислав, расскажи, были ли у вас, значит, какая-то униформа в вашем колледже, учебники, канцелярии, и что у нас входило в стоимость обучения, что нам выдавала школа, что вам выдавала школа, а что мы покупали сами? Ну, начну с униформы. Униформа должна, то есть есть специальная униформа, но мы ее, Приобретали сами первый да, год. приобретали сами, спасибо. Приобретали ее сами. Естественно, школа это не давала. Давала это учебники и канцелярию. Пенал, ручки и все остальное, все из канцелярии это предоставляла школа. Не ограничено, да? Не ограничено. Мы могли подходить к учителю и запрашивать какие-то предметы канцелярии, и нам это выдавали. Листы, тетради, то есть все вот это входило в канцелярию. А форма, комплект в начале где-то 600-700 евро, по-моему, стартовый. Это рубашки поло, это спортивный костюм, футболки, жакет такого красного цвета, была такая вязаная кофта на молнии, куртка очень Да. такая интересная, английская, приятная, там такое она стеганая, красивая.
и брюки, и шорты. Вот это на мальчика стартовый такой. Есть также форменная обувь, но никто ее не носил, все ходили в кроссовочках, то есть все лояльно и хорошо. У девочек тоже очень красивая форма, у них гольфики, у них юбочки, кофточки, очень красивая, кстати, форма, мне очень нравится. Значит, про документы поступления, языковое обучение, все мы это, про предметы мы проговорили, про форму, канцелярию. Надеюсь, что это все понятно. Следующий у меня будет к Станиславу вопрос. Какова система преподавания? То есть это лекции, сколько длится урок, есть ли какие-то другие, коллективная работа, экзамены? Как вообще строится обучение в колледже? Оно же отличается от нашего немножко. Очень сильно отличается. Да. Вас сильно удивит, но здесь такой график, что каждый день 6 уроков, и он не меняется. Каждый день, абсолютно каждый день, с понедельника по пятницу 6 уроков. Каждый урок длится 50 минут, и идет у нас, значит, таким образом. 3 урока идут подряд, потом перемена 30 минут, и снова 3 урока подряд. Конечно, может показаться, что это слишком как-то не очень хорошо, где перемены между уроками, но на самом деле спустя какое-то время очень легко к этому привыкнуть, и даже не хочется эти перемены, потому что не хочется просто тратить время, ведь мы можем закончить раньше, уйти из школы раньше, и у нас каждый день вот эти 6 уроков, фиксированный такой график. По поводу обучения, какие лекции были, вообще проекты, очень отличительная черта, то, что было очень много групповых проектов по всем предметам, абсолютно по каждому предмету, даже по физкультуре. У нас были групповые проекты, которые мы должны были выполнять каждый каждый триместр, в группах по 3-4 человека. И иногда у нас были группы по 2 человека, но обязательно в группе. Эти проекты бывают разные, там, по экономике, по истории. Мы какие-то находили факты, истории, объясняли это. По физкультуре мы делали танец, сами придумывали танцы. Ну, получалось очень достаточно интересно, потому что если так посмотреть в той школе, в которой я учился в Питере, у нас не было вообще проектов. У нас были лабораторные работы, но это абсолютно другое. У нас не было таких проектов. Поэтому мне... Работы не было, да? Нет, не было. У нас были, вот опять же, лабораторные какие-то, но именно проект как проект, чтобы мы могли принести ноутбук и вот неделю работаю над проектом, прям изучаем все на максимум, делаем презентацию, там, видео. Такого не было. Очень интересное отличие, друзья, то, что у нас вот эти триместры и идут таким образом. В каждом триместре у нас по каждому предмету есть контрольные. Обычно это 2 контрольные, а потом идет финальный экзамен. И его надо сдать обязательно. Если мы его не сдаем, то у нас этот долг переходит дальше. В секундарии мы это с легкостью можем пересдать в следующем триместре. Если мы не сдаем 3-й триместр, то мы сможем его пересдать в сентябре следующего учебного года. С бачелората немного другая ситуация. Там у нас меньше таких возможностей для пересдачи, но это я расскажу, наверное, чуть попозже. Как устроен обычный учебный день? Во сколько начинается? Сколько длятся уроки? Когда перемена? Как вы едите? Где вы едите? Берете с собой? Есть ли обеды? Во сколько заканчиваете? То есть это все те вопросы, друзья, я задаю сейчас Станиславу, которые меня волновали. Я понимаю, что многих мамочек волновать это может. Меня волновало, я искала это, не все нашла. И, конечно, в процессе мы все это изучали. Расскажи для тех, кто хочет устроить своих деток в школу. Это будет полезно. Школьный день у нас начинается, конечно же, с 7:30. Мы встаем по будильнику, одеваемся. Ну, ладно. Это шутка. Это шутка. Приходим в школу, на самом деле, к 8:45, но мы можем прийти к 9. Просто потому, что в 8:45 у нас такая линейка, если ее так можно назвать. Мы просто приходим на патио и встаем вот в свою зону каждого класса. У нас на патио такие нарисованные зоны для каждого класса, и нас учителя потом в 9 часов заводят по классам. И это и в секундарии, и в примарии, и в бачелорате все одинаково. В 9 часов начинаются занятия, и они длятся, то есть 50 минут до 11:30 часов. В 11:30 мы берем свои перекусы и спускаемся на патио. На патио мы можем находиться 30 минут, это такая большая перемена, она одна перемена за учебный день. Мы там можем покушать, мы можем сходить. Что обычно перекусы? Что значит перекусы? Откуда вы их берете? И что вы берете? Что у тебя было обычно с собой?
Смотрите, я брал с собой бутерброд. Вообще испанцы берут вот такие вот небольшие бутики. Они обычно с хамоном. Вот, мы их берем, я беру еще воды. И спускаемся на патио, и вот это вот можно покушать. А можно в кафе? А можно сходить в кафешку, купить там чай или кофе, или любые другие напитки, кока-колы, нести, все, фанта, все. То есть там есть все. Там есть чипсы, там есть круассаны, там есть пиццы, там есть Ну, в 11 очень много часов, всего. вот в это время, во время перекуса, во время перемены 30 минут, у вас там можно было купить кашу, пюрешку с сосиской, макароны, супчик? Вот, Нет, да? вот это, к сожалению, нет. Вот это Была только сухомятка. Вот так. Это было для нас непривычно, для меня было непонятно, но уже, извините, исторически сложилось так, Да. когда они работали, видимо, в полях и так далее, они перекусывали хамоном, хлебушком, то, что не портится. Холодильников не было, поэтому вот так. Обед позже начинался. Дальше, после этого перерыва вы... А я еще хочу рассказать про пожалуйста. перерыв. Давай. То есть у вас есть несколько выборов. Вы можете пойти на патио, там покушать, вы можете поиграть в футбол, баскетбол. Это все разрешено. Можете посидеть там на патио, есть специальные скамеечки. Также вы можете пойти в кафетерию, купить там, что вам надо покушать. Это все в школе, да? Да, это кафетерия? все в школе. И там вы можете сесть с ноутбуком и поработать над проектом, поучить какие-то документации, прочитать какие-то Телефоном пользоваться темы. разрешено в школе? Раз мы Это мой был вопрос. про ноутбук коснулись, расскажи. Телефонами нельзя пользоваться, это категорически запрещено. У нас в каждом классе есть коробки, либо на стенке у нас висят небольшие такие сумочки. Мы туда кладем свои телефоны, и, собственно, мы их не можем брать и не можем использовать. Но мы можем брать планшеты, мы можем брать ноутбуки, мы можем брать свои ноутбуки или планшеты, а можем там в школе попросить ноутбук или планшет. Как это работает? Мы приходим в специальное отведенное место и там пишем небольшой листочек, и мы записываем, кто брал ноутбук или планшет, в какое время, сколько единиц, и мы берем. И потом в конце дня мы должны вернуть. Ноутбуки, я не помню какой фирмы, но они достаточно не очень быстрые, не очень мощные. Именно ноутбуки. Планшеты тоже. Но с компьютерами другая ситуация. Давайте закончим с темой распорядка дня. Значит, прошел перерыв, вы перекусили, вы дальше идете на занятия. Сколько дальше занятий, когда они заканчиваются? Занятие, получается, у нас начинается после перерыва в 12 часов и заканчивается в 3 часа. Вы можете сами посчитать, сколько это длится. И у нас 3 урока. И получается, смотрите, такая ситуация у нас. Изначально первые 3 урока длятся по 50 минут, а потом уже время каждого урока увеличивается. После этих всех уроков мы берем свои телефоны из коробок и можем идти домой. Не тяжело так учиться, что перемены маленькие, по 50 минут уроки, не утомительно? Ты не уставал? Абсолютно нет, но единственное, бывает, когда, допустим, у нас идет математика, потом физика, а потом испанский. Вот это вот сложно. Мгм. Такие сложные предметы, и они все в подряд, поэтому, да, конечно, Тяжело было, но потом привык. да, но единственное, это не значит, что вот каждый урок идет за уроком, прям строго по графику. Все равно 5 минут перерыва есть, потому что пока учитель придет... кстати, мы не ходим по классам. Мгм. У нас отведенные То есть вы в одном классе классы находились. для каждого вот потока, и мы там учимся, а учителя приходят в классы. Мгм. И потом было очень интересно, после окончания занятий детей выводил тутор, классный руководитель, и мы все родители разбирали своих детей. Даже вот когда средняя школа, только уже в старших классах бачелорату разрешалось детям выходить, и то раньше времени, да, несанкционированно выйти было нельзя. Нужно было досидеть все занятия. Во время школьного, так сказать, учебного дня детям выходить за пределы колледжа, территории колледжа тоже нельзя без родителей или без записки, без звонка. То есть полностью такая безопасность для детей, она четко гарантирована. Всегда с персоналом колледжа родители на связи, об этом позже. Как у вас строились общения с учителями? Я знаю, что это немножко не так, как привычно нам. У вас немножко по-другому, вы обращались на «ты», даже можно по имени, да? Как вообще строилось обучение? Был ли у вас классный руководитель? Кто-то вас курировал? Как вообще устроится ученик-учитель? Классный руководитель был в каждом классе, и да, как уже вы услышали,
были вот классные руководители, мы обращались абсолютно ко всем учителям на «ты», по имени, на «ты». Не было никаких либо вот запретов, если ты обращаешься на «ты». То есть это было нормально абсолютно. И, собственно... Ну, такое дружеское, да? Да, в дружеской обстановке. То есть мы можем с учителями шутить, учителя шутят. То есть, ну, нет такого, что приходишь в школу и там страшно в этой школе, не хочешь ходить туда. Нет, наоборот. Последние, вот вечера-то особенно, наоборот, я туда ходил, я делал там свои проекты, мне разрешали, я мог там оставаться. У меня вот класс технологий, я мог туда приходить и делать свой проект. Также у меня была информатика, у нас был класс информатики, я тоже мог туда приходить и работать. Вот после 3 часов я мог туда приходить и работать за компьютерами. А Кстати, какие компьютеры в информатике? были и есть iMac. Не помню какой версии, какого года, но новые. Вот. И еще... А были дополнительные какие-то занятия, секции? Да, кружки? вот я про это тоже хотел сказать. школа. После 3 часов у нас обед. Мы можем ехать домой, но у кого есть дополнительные занятия, они идут на обед. Это происходит также в кафетерии, только там отдельная, то есть... Это платно уже? Это платно, стоит 10 евро. Это отдельная такая... как аудитория, нет, Да? не аудитория, ну вот столовая. Столовая, да, столовая. Там стоят столы, мы туда приходим и можем кушать. А кафешка, кстати, открыта для всех. Мы тоже там с Алексеем несколько раз пили А на обед кофе. там уже нормальная еда или тоже помятка? Ну, Суп. на обед нормальная еда, да, Значит, нормально. друзья, я вам расскажу еще, что меню присылали нам ежедневно, еженедельно, на всю неделю. Очень полезное, хорошее, там суп из шпината, что-то еще. Но после обеда мы можем пойти на дополнительные занятия. Обычно у нас есть такой небольшой график, и мы можем по этому графику ориентироваться, когда, в какие дни мы можем консультироваться с нашими учителями или идти какие-то дополнительные занятия. Например, у меня первые... Платные или бесплатные? Бесплатно, все бесплатно. Первые, получается, года 2 или 3 у меня были дополнительные занятия по испанскому и английскому. И это было рекомендовано мне туда ходить и посещать их. Также я посещал... Также я посещал дополнительные задания. Также я посещал дополнительные занятия по истории, чтобы подтянуть знания по истории, потому что специфические слова на английском и испанском языках, и в обычной жизни их никак не увидеть. Это действительно было очень сложно, потому что слова те, которые не знаешь. Я хочу быстренько сказать, что, еще раз, друзья, проговорить, что в школе есть, ну, я думаю, это во всех платных колледжах есть питание платное, то есть все это вам при организации, при устройстве ребенка в школу вам обязательно все это скажут, сколько стоит обучение, вы будете задавать, наверное, эти вопросы, лучше узнать это непосредственно в самом колледже, потому что цены меняются, лучше сделать запрос туда. Также про питание, и также есть школьный транспорт, тоже платный, и либо вы можете сами возить и забирать своего ребенка. Так что платная школа, платный транспорт, платное питание. Форму вы приобретаете сами, канцелярию, учебники выдают в течение года и прочие дидактические материалы. В школе есть также экскурсии платные. Экскурсии платные, да. У нас было не так много, потому что была пандемия, как все знают, поэтому экскурсии немножко, но были в керамитику экскурсии, были экскурсии На Табарку. на Табарку, может, там летали у вас куда-то на Тенерифе, по-моему, но это уже при выпуске. В Андору дети ездили, горные экскурсии, вот в Андору на лыжах. Ну, в общем, экскурсий достаточно много, дети не заскучают, они, конечно, платные. Плюс еще, что еще, каникулы. Давайте про каникулы поговорим. Осенних каникул здесь нет, здесь есть зимние 2 недели каникулы новогодние и пасхальные, они где-то в марте, в апреле, то есть в зависимости от того, в какой день Пасха. И 2 недели тоже пасхальные каникулы. 20 июня заканчивается обучение, и 20 сентября дети выходят в школу. Вот такие вот здесь каникулы. Давайте поговорим об системе оценок здесь. Но прежде я хочу сказать, что как еще связь родителей и учителей. То есть Станислав уже сказал, что учителя с ними дружески достаточно общаются, хотя и по-деловому.
И, в общем-то, все построено на то, чтобы дети самостоятельно мыслили здесь, дети высказывали свою точку зрения, дети организовывали проекты как индивидуальные, так и коллективные. Нам это нравится, то есть ребенка не зажимают, ребенка не делают винтиком, он самостоятельная единица, каждый, в общем-то, индивидуальный ребенок. Уже к выпускным классам дети знают практически 80 или 90%, кем они хотят быть. Научное направление, культурное, спортивное и так далее. У нас же было вот в телефоне и есть приложение, Семце, там мы можем общаться с учителями, с директором, с завучем по всем вопросам, с бухгалтером, по всем организационным вопросам. Так же, как они нам пишут, мы им тоже можем писать. Конечно, нас это очень устраивает, мы получаем там меню, все обновления, когда забирать ребенка, что-то изменилось, собрания. Собрания первое время у нас проходили через ноутбук, то есть онлайн-собрание, была пандемия. Затем собрание мы приходили в школу, это было нам 20-30 минут, все по делу, ничего лишнего, ничего личного, все очень кратко, коротко и ясно. Первый год у нас был переводчик, преподаватель, которая русскоговорящая, она нам помогала это. Остальные годы мы уже ходили сами, все понимали, достаточно все просто. Только по делу, важное касательно учебы ребенка. Никогда не обсуждается ребенок ваш при всем коллективе других родителей, что там у Иванова то, у Петрова все индивидуально, все корректно, все в такой очень доброжелательной, хорошей форме. Никогда не ругают ребенка ни ему в лицо, ни нам, ничего. То есть учителя работают именно над тем, чтобы раскрыть личностные качества, научить и довести свою работу до хорошего такого процесса. А мы занимаемся своими делами, как и должно быть. Поэтому нас ставят в известность, с нами общаются, но всегда стараются открыть хорошие стороны ребенка и развить их на территории колледжа, и в таких домашних условиях дают нам тоже какие-то рекомендации, как, что действовать дальше. Станислав, появились ли у тебя за эти годы, почти 5 лет ты проучился, друзья? Легко ли тебе было найти общий язык с испанцами? Не чувствовал ли ты, что ты иностранец, тебе тяжело, к тебе дети не так относятся, учителя плохо, какое-то ущемление? Какие-то любимые предметы, что-то такое вот приятное, что тебе больше всего понравилось? Изначально, когда я пришел, первые друзья, которые были, это были русскоговорящие, естественно, потому что испанского языка я особо так сильно не знал и не мог поддерживать темы, на которые они разговаривают. Поэтому, конечно, я общался с русскоговорящими, но потом, шаг за шагом, я начал все-таки стараться общаться с испанцами. И уже в бачелорате я прям очень хорошо вклинился в их группу. И у меня есть испанские друзья, и я с ними общаюсь, и мы иногда встречаемся. То есть никаких таких проблем нет. Ну, трудно было тебе с ними найти общий язык? Язык, на самом деле, с испанцами достаточно трудно найти, потому что они не то что... Закрытые, да? Не то что сильно закрытые, они просто сильно близко не подпускают. То есть ты можешь с ними дружить, но они в гости не позовут. Позовут испанцев, но тебя не будут звать, потому что ты... А тебя просто... это как-то ущемляет? Ты чувствуешь, Нет, это понятно, потому что они учатся с первых классов, они уже друг друга знают прям возможно, как братья и сестры, да? То есть они знают очень хорошо. А ты пришел, но они не то, что у них нет доверия, или они не хотят просто потому, что ты иностранец. Нет, просто они, у них такая культура. Это надо понять и смириться с этим. В целом, ты не чувствовал, что вот к тебе там меньше внимания учителей, потому что ты иностранец, или там другим детям иностранцам меньше как-то? То есть ты вот как видел, что это все на равных происходит? Все абсолютно на равных, да. То есть все достаточно одинаково, нету никаких там притеснений. Нет, абсолютно нет. Может быть, там кому-то покажется. Бывают индивидуальные какие-то моменты, но и если ребенок воспитанный, уважает чужую культуру, понимает, что это чужой дом, что нужно уважать традиции страны и людей, и корректный достаточно, то будет все хорошо. С добром, к добру только добро, да, идет, наверное, да. Вот так. Будете уважать испанцев, Испанию, тогда и они будут уважать вас, и будут с вами общаться. Все будет достаточно просто. Вот, Станислав, давай еще расскажи, были ли у тебя какие-то любимые предметы, что тебе вот больше всего запомнилось, самого интересного в школе? Вот все-таки уже позади, как говорится, последний звонок, хотя здесь такого праздника не было, здесь немножко все другое, потом
В следующем ролике мы это расскажем. Что тебе запомнилось больше всего и какие предметы тебе вот прям больше всего понравились здесь, в Испании? Ну, вообще в школе. Самые любимые предметы это, наверное, информатика. Абсолютно. Прям на первом месте, потому что я люблю очень информатику. Дальше черчение. У нас есть черчение, технология и, думаю, математика. Вот эти 4 предмета, потому что они для меня профильные предметы и самые такие любимые предметы, которые мне очень нравятся. А что запомнилось тебе больше всего вот за время учебы? Какие-то события, может быть, какой-то праздник необычный, что-то такое. Может быть, эстафета, как ты бежал. Вот, кстати, вы бегаете регулярно. Да, кстати, у нас есть такие вот праздники, и мы бегаем небольшой такой марафон, или спринт называется. Кто выигрывает, тот получает медаль и сертификат. Тоже очень интересно, но самый, наверное, запоминающийся момент, это был уже во втором бакалавриате, когда я презентовал свой проект по технологии. Мы в течение всего года разрабатываем полностью проекты, свои проекты прям с нуля, то есть не берем какие-то чужие проекты, мы берем вот прям свои все идеи и воплощаем в реальность. Главная цель этих проектов – сделать что-то, чего не было раньше. Поэтому я сделал такой небольшой летательный аппарат и презентовал его прямо в школе, всем очень понравилось, и этот момент мне очень сильно запомнился. Поэтому думаю, что это такой самый запоминающийся момент был. Ссылочку оставим под видео. Обязательно. Если хотите, да, на сайт можем оставить ссылочку. Мы Вот, кстати, оставим ссылочку. вот так выглядит логотип этого проекта. Да. Мы обязательно оставим ссылочку, на твой проект, сайт, и мы обязательно оставим ссылочку на этот колледж Нью-Кастеллар, потому что этому колледжу я благодарна за то, что он дал, наверное, возможность да, развиться. Какого-то твоего, да, дал тебе возможность развиться. Они вкладывали действительно, они в проекты вкладывали деньги. Да, и вообще дали возможность презентовать этот проект перед аудиторией. Это достаточно важно, чтобы научиться, в этом зале перед всеми. Презентацию сделать. И очень хорошие учителя, я знаю, да, мы даже знаем этих учителей, которые учили тебя экономики, и информатики, да? Да, и действительно, вот в первом бакалавриате у меня был тоже один проект по технологии, и там мне выделили сумму, чтобы купить материалы. Вот во втором бакалавриате я уже делал проект сам, только потому, что я захотела его именно сохранить у себя и продвигать его дальше, и не оставлять только его вот на уровне школы. И вот такой вопрос тоже у меня последний. Ну, я надеюсь, друзья, что мы практически на многие вопросы ответили, которые вас могли волновать. Вот и про расписание, и про уроки, и про... Хотели показать вам учебники, но они очень большие, красивые, но тяжелые. Поэтому это, конечно, как-нибудь там в сообществе, может быть, я размещу, если вам будет интересно, напишите обязательно. Действительно, интересные очень учебники тоже, и я их сама сейчас читаю. Еще один вопрос. Станислав, вот дай свои как бы рекомендации, как лучше адаптироваться в школе для того, чтобы учеба проходила хорошо детям-иностранцам, например, из твоего опыта? Да, адаптироваться в школе и адаптация – это очень важный вопрос, потому что все уроки преподаются на 2 языках, либо на испанском, либо на английском. Соответственно, если ученик не понимает или не знает эти языки, то будет достаточно сложно вообще понять, что проходите на этом уроке, на предмете. Поэтому очень важно выучить эти языки, и в этом могут помочь дополнительные занятия. Поэтому если вам их буду предлагать, если ваши знания, конечно, не какие-то супер классные, то вы обязательно не прогуливайте и соглашайтесь на эти занятия, потому что они бесплатные, и вы действительно можете улучшить ваши знания языков. Это очень полезно и очень важно, потому что изначально, я помню, когда учился, приходилось с переводчиком переводить каждую страницу учебника, чтобы понять, что мы там проходим. Сейчас уже такой проблемы нет, я спокойно могу читать на обоих языках, поэтому, конечно, очень важно выучить эти языки. И что может помочь обучению? Это общение. Поэтому стоит, конечно, найти пару друзей, которые, или не пару друзей, просто общаться на испанском и на английском в классе. И вот это вот самое важное, что я могу
порекомендовать. Вот, дорогие друзья, мы коснулись со Станиславом нескольких вопросов. Он ответил. Надеюсь, что вам было интересно, потому что действительно лучше услышать от тех, кто непосредственно учился в школе. Сколько бы раз я не рассказала, но я там не была в этой атмосфере, я как мама просто знаю, но Станислав непосредственно учился. Поэтому, если у вас останутся вопросы, вы, конечно, пишите под видео. Станислав вам ответит на них, да, если какие-то вопросы еще. Либо мы запишем отдельное видео. Отдельное видео мы запишем об обучении в старшей школе, да, выпускной, не в средней, а вот в старшей. Да, про бачелората, также про государственные экзамены, как они проходят, как вообще их сделать, как написать. Ну, они здесь называются не ЕГЭ, а ИБАУ или ПАО, или селективидат, поэтому это тоже очень интересно. Ну и, конечно же, мы также затронем тему про университеты, как подать документы в университет. Ну, на этом, друзья, наверное, сегодня все. Не забывайте ставить лайки, поддерживать наш канал, писать комментарии. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. На этом все. Удачи, добра, хорошего вам настроения. Смотрите следующие наши ролики про бачелората, про поступление в университет. Про экзамены ЕГЭ. Ну и всем пока, удачи, хорошего настроения. Hasta luego, увидимся вновь. Всем пока!